Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какие слова, какие фразы не стоит говорить перед сном. Очень важная информация, которую мы рекомендуем досмотреть всем от начала до конца. Друзья, а прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Друзья, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Слова, которые мы используем на протяжении каждого дня своей жизни, наполнены энергетикой и вибрациями. Они несут в себе положительную энергетику, и чем больше мы их употребляем, тем больше пользы они нам приносят. Другие же, наоборот, несут в себе негативные энергии и способны во время того, как мы будем их проговаривать, приносить нам непоправимый вред, притягивать проблемы различного рода, окружать нас неприятностями и, соответственно, менять нашу жизнь не в лучшем направлении. Если знать, когда проговаривать определенные слова, выбрав для этого энергетически правильное время, то с помощью слов возможно обезопасить себя, отвести от дома проблемы и беды, а на их место привлечь положительные энергии и благополучие. Поэтому стоит начать следить внимательно за словами, которые вы употребляете на протяжении всего дня. Избавляйтесь от слов, которые несут в себе негативное значение, заменив их словами только с положительным смыслом. Также слова несут слова магические, именно слова несут в себе сильную энергетическую мощь. Они способны притягивать в нашу жизнь все то, чего нам не хватает, делать ее более успешной и обеспеченной. Часто мы не задумываемся о том, что сон помогает нам энергетически перезагрузиться, и здесь очень важно контролировать все слова, которые мы перед этим говорим. Также важно уметь правильно пожелать человеку доброй ночи, иначе вместо ожидаемого результата можно получить что-то полностью противоположное. Во время сна у вас не получится отдохнуть, а наоборот, вы сможете привлечь только негатив, который перекроет поступление хороших и нужных энергий, что разрушит энергетическое поле и наполнит следующий день неприятными событиями. Далее мы поговорим о том, от каких разговоров перед сном нужно воздержаться и каких слов не должно быть, иначе результат может быть неудовлетворительным и вас точно не порадует. Никогда не заводите перед сном разговоры, которые вас расстраивают. Воздержитесь и от обсуждения различных жестоких поступков, действий, которые совершены другими людьми. Для такого есть другое время, и не стоит обсуждать и свою несчастливую любовь, измены, так как все это очень быстро придет в вашу жизнь и, конечно же, вас точно не порадует. Разговаривая о ювелирных украшениях, казалось бы, ничего страшного в этом нет, но, упоминая в разговоре слово «золото», вы будете притягивать в свою жизнь проблемы с деньгами. У вас из-за таких разговоров начнутся денежные потери. Если в ваших словах будет излучать зависть, то таким действием вы перекрываете поступление хороших энергий к вам. Негатив, который вы привлечете, быстро сможет разрушить ваше энергетическое поле и сделать вас подвластными любому влиянию извне, а также сделать вас злым и завистливым человеком. Избавиться от этого у вас с легкостью точно не получится. Не стоит употреблять такое слово, как ключ или ключи, потому что это слово способно перекрывать ваш основной энергетический канал, который помогает вам принимать правильные решения и в этот момент притягивать к вам светлые энергии, делающие вас намного сильнее. Поэтому, если вы не хотите, чтобы такое произошло, воздержитесь от произношения данного слова. Далее слова, которые способны не только перекрыть к вам поступление денег в желаемом количестве, но и наполнить вашу жизнь проблемами, бедами и неприятностями. Это слово бедность, безденежье, кредит, подделка и так далее. Эти слова способны привлечь в ваш дом воровство,
А если вы будете произносить эти слова, когда у вас перед кем-то будут денежные обязательства, это помешает вам быстро с ними справиться. Вы не сможете вернуть деньги в обусловленные сроки. Наоборот, нужно перед сном посылать правильные посылы. Говорить, что вы богаты, что вы успешны, что у вас денег больше, чем вы бы могли себе пожелать. И вы увидите, что очень скоро так и будет. Деньги начнут отовсюду поступать в вашу жизнь. Далее, следующие слова – это крах, неприятности. Эти слова способны разрушить все то, что вы имеете, и помешают вам добиться всего того, к чему вы стремитесь. Они собьют вас с выбранного пути и направят вас по ложному, идя которым вы не будете к себе притягивать важные для вас события и моменты. Все дела, за которые вы будете браться, будут безуспешными, что принесет только огорчение. Следующие слова – это слова «клоун» или «шут». Эти слова будут притягивать в вашу жизнь несерьезных людей, которые вас будут подставлять, обманывать, на которых нельзя будет положиться и с которыми вы никогда не сможете построить серьезные отношения. А если все же рискнете, то очень быстро потеряете все то, что вы вложите. Далее следующие слова «ведьма», «гадалка». Эти слова способны во время того, как вы будете спать, привлечь к вам посылы недоброжелателей, которые отправлены, и еще приумножить их в количестве. Поэтому избегайте разговоров на эти темы, чтобы не делать себя подвластными и иметь силы и возможность противостоять всему плохому, что вам желают, отбивая эти посылы к тем, кто их отправляет. Следующие слова – это порча, сглаз. Эти слова несут в себе не только очень сильный негатив, который способен полностью перевернуть вашу жизнь, но и привлекут к вам кошмары, страхи. Вы станете даже бояться ночного времени суток. У вас появится ощущение, что кто-то постоянно находится возле вас, что за короткий промежуток времени наполнит вашу жизнь депрессией. Вы будете ощущать слабость, пропадет желание заниматься чем-то новым. И при любых сложностях вы начнете опускать руки. Также, повторяя эти слова вслух, вы можете сами на себя наслать порчу, что еще хуже, так как пока вы осознаете, что вы сделали, вы упустите время, в котором можно исправить то, что с вами начало происходить. Следующие слова, друзья: пыль, осколки, грязь. Эти слова способны разрушить вашу карьеру. Можете быть уверены, если будете их употреблять, то продвижение по карьерной лестнице никогда не придет в вашу жизнь. А отношения с вашим руководителем или непосредственным начальником настолько испортятся, что придется даже менять работу. Если вы находитесь в поисках работы, то, употребляя такие слова, вы не сможете ничего хорошего найти, как бы вы ни старались. Следующие слова звучат следующим образом: безумие, безрассудство. Такие слова притянут в вашу жизнь необдуманные поступки, действия, моменты, в которых нужно будет принимать важное решение, а вы будете к этому не готовы и, соответственно, совершите неправильные шаги. Особенно нужно быть осторожными людям, которые общаются или же работают среди большого количества людей, так как у вас не получится распознать человека, который желает вам этого. И, конечно же, вам это может принести какие-то крупные проблемы, вас подставят, при этом в самый неподходящий момент, чем разрушат ваши планы. Ваша интуиция может притупиться и не будет активно работать, а без нее в жизни получается не все так просто. Также ни в коем случае не стоит обсуждать различные болезни, так как вы их обязательно к себе привлечете, и они ослабят ваш иммунитет. Вы не сможете противостоять даже самым обычным простудам. Наоборот, перед сном нужно проговаривать, что вы здоровы, что вы сильный человек, что вы не подвластны никаким внешним обстоятельствам, что все это обходит вас стороной, а ваш иммунитет из день изо дня становится более крепким. Следующие слова – это печаль, тоска и горечь. Эти слова быстро настроят вас на такой лад, что кроме неприятных событий и проблем в вашей жизни не будет происходить ничего хорошего. Только то, что будет наполнять вас такими эмоциями, как счастье, перестанет просто вас окружать, а радостные события перестанут происходить.
Следующие слова, друзья: кризис, суета, наказание. Эти слова притянут в вашу жизнь огромные семейные проблемы, которые будут из одной переходить в другую. У вас не будет получаться с ними справиться, как бы вы ни старались. Конфликты, ссоры вас будут окружать, и взаимопонимание и уважение уйдут. Чтобы этого не допустить, перед тем, как лечь спать, наоборот, говорите вашим близким людям о том, что вы любите их, и о том, что они самое ценное и дорогое, что у вас есть. Такие разговоры перед сном будут только укреплять ваши отношения, наполняя их положительными эмоциями. Следующие слова, друзья: трусость и тревога. Эти слова способны изменить ваш характер и из ранее волевого человека, который способен был достичь всех поставленных целей, сделать слабого, неприспособленного к жизни, который будет бояться предпринимать какие-то действия и совершать поступки. Все это способно сделать данного человека замкнутым и необщительным. Следующие слова – это катастрофа, разрушение, самоубийство. Эти слова способны привлечь к вам беды. Вы можете, используя эти слова, даже попасть в аварию, пережить какой-то страшный период в вашей жизни, так как они будут при использовании разрушать все, что будет вас окружать, и заполнять ваши положительные энергии негативом. А также они обовьют вас, и вы не сможете ничего изменить. Поэтому не стоит разбрасываться такими словами. Очень важно, чтобы вы использовали слова только себе во благо. Меняйте с их помощью все то, что вы пожелаете. Думайте о том, что, используя неправильные слова, вы можете себе сильно навредить. Не спешите произносить такие вот необдуманные слова. Недаром, друзья, говорят, что лучше 100 раз обдумать и раз произнести, чем произнести, а затем думать о том, что все это исправить и что с этим делать. Помните, слова имеют силу, о которой многие даже не подозревают, но как только вы начнете следить за всем тем, что вы произносите вслух, то вы увидите, что многое в вашей жизни обязательно изменится. В вашей жизни появится больше положительных моментов, эмоций, событий, а различного рода проблемы и беды обязательно уйдут. Друзья, мы надеемся, наша информация была для вас полезна. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал Эзотерика для тебя, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео действительно будет полезно и важно. А прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!